Так как это работает? Как получить желаемое? Как получить загаданное? Есть я. Есть некая физическая, эмоциональная, энергетическая оболочка вокруг нас. Мы живем в страстях, в проблемах, в заботах, в задачах, нагружая, разгружая себя, делая все то, что делается, или не делая этого. Но дело в том, что я вряд ли кого-то удивлю, что создание мира давно уже завершено. И все то, что мы в состоянии загадать, пожелать, оно уже есть. Оно находится рядом с нами. Единственное, что нам нужно, преодолев некие событийные препятствия, получить желаемое. Так вот, допустим, здесь и сейчас мы поставили перед собой цель или поставили некую задачу, либо загадали некое желание, которое, не имея сейчас в нашем окружении, желаем получить. И эта цель есть, она эмоционально нами подпитана, она обозначена, она имеет уже точечное состояние, да, в моменте. Единственное, что нам нужно перейти из этого естества в желаемое. Что происходит? Как получить это? Вот нам сейчас для осознания доступны 5 органов чувств, да? И поэтому для того, чтобы мы смогли получить желаемое, нам неким эмоциональным или энергетическим сгустком себя нужно переместиться вот сюда, в момент. И тем самым напитаться или осознать ощущение всех этих 5 органов чувств. И гораздо больше, но те, которые нам понятны для понимания. Тем самым, получив эмоциональную подпитку, возвращая эту часть себя здесь и сейчас, мы оставляем за собой эмоциональное состояние, тем самым выявляя желаемую для высших сил благодарность, состояние радости, состояние гордости, достатка, благополучия, радости получения желаемого и все остальное. Что происходит дальше? В тот момент, когда мы просто мечтаем, просто рисуем себе картинку и не активизируя ее, мы просто очередное создаем раз вокруг себя некую липкую оболочку, которая сгущается с каждым разом и создает некое состояние неверы, неуверенности в себе, невозможности получить желаемое, невозможности достигнуть поставленной цели. Так вот, возвращаясь еще раз к тому, для того, чтобы получить желаемое, некая эмоциональная, энергетическая часть себя отправляется в ту цель, в ту задачу, получение которых нам бы принесло радость, довольствие собой, да, испытание эйфории и все остальное, возвращая вовнутрь себя здесь и сейчас, единственное, что нужно сделать – выполнять все то, что от нас здесь и сейчас зависит. Я очень часто, делая расклады на каждый день, повторяю такую фразу: «Не предайте себя». Так что значит в этом моменте не предать себя? Не прорисовывая сценарий и не создавая видимый и осознаваемый для нас путь, как все это можно получить, для этого есть некие высшие силы. Поверьте, у них есть больше возможностей, больше видения всего происходящего. Выполняя все то, что от нас зависит здесь и сейчас, и отвечая тем позывам, тем эмоциональным всплескам, которые нас накрывают. Сделаю чисто символический, предположительный, ситуативный момент, обозначу его для того, чтобы было понятно. Допустим, у нас есть внутри состояние и всплеск того, что, допустим, позвонить тому, кто давно не был с нами на связи. Мы потеряли из виду. И вот у нас появляется навязчивое желание, и нам просто необходимо это сделать. Но ленностный мозг нам объясняет, что мы давно не общались,
А вдруг сейчас я позвоню и получу какую-то негативную картинку, я не хочу тремоло, я не хочу воспоминаний, я не хочу волнений и все остальное. То есть мозг успокоил нас, и мы остаемся без действия. То есть тем самым мы придаем то самое состояние, то самое желание, тот самый энергетический порыв, который нужен был, необходим для того, чтобы начать прорисовывать эту дорожку. Допустим, еще другой вариант. Мы в активном действии прожили некоторое время, и внутри родился некий план. И этот план четко вырисовывается, и, допустим, в один из рабочих дней, завершая его, мы решаем для себя, что я завтра ставлю будильник, допустим, на 6:30 и начинаю работать. Но мысли поток становится такой плотный, такой активный, что мы сразу не сможем уснуть. Тем самым нас нагружает бессонная ночь. И будильник прозвенел в 6:30, мы умудряемся продолжить или продлить отсрочку на звонок через 5 минут, через 10 минут, тем самым оправдывая в очередной раз свое бездействие и обозначая себе, что была бессонная ночь, что у нас еще 1,5 часа до рабочего подъема, и я смогу это все сделать. Тем самым мы опять-таки придаем свое внутреннее состояние, которое было достаточно серьезным указанием к тому, чтобы мы начали продвижение к получению нашей цели. Таких вариантов очень много. И каждый раз, когда внутри нас рождается какая-то идея, и мы усердно допускаем мозг утихомирить нас, мозгу успокоить и утихомирить нас, происходит тот самый коллапс, который в очередной раз вокруг нас создает жесткую или липкую, или изоляционную оболочку, которая не дает возможность начать продвигаться к получению желаемого. И тут можно миллион раз написать на листке, выполняя какие-либо практики специалистов, лжеспециалистов или учителей, и не получив желаемого, получить серьезный такой разрушающий факт, как неверие или невозможность получения всего этого. И тогда все это все больше и больше отодвигает нас от реальности, от возможности, не просто загадывая, а обозначая цель и достигать ее. Так вот, в очередной раз предупреждаю или хочу сказать: не предавайте себя. Ставя перед собой цели, четко следуйте тем эмоциональным, энергетическим порывам и позывам, которые создаются внутри вас, для того, чтобы реально была возможность получить желаемое. Вот самая волшебная палочка, которая разрешает нам радоваться и радовать. Берегите себя.